Друзья, всем привет! Продолжаем тему видеонаблюдения. И сегодня у нас на обзоре новая поворотная Wi-Fi камера с двумя объективами, модель P9Q на 4 мегапикселя. Погнали! В последнее время камеры с двумя объективами стали очень популярны. По сути, это одно устройство, в котором имеется две камеры, и они снимают в разные стороны. Одна направлена в одну сторону, другая в другую, причем на поворотном объективе. И если мы посмотрим на коробку, то мы видим, что они могут быть не только просто с одним объективом, но нижняя камера уже может быть с двумя, с зумом. Но, к сожалению, наша моделька еще этим не обладает. Смотрим, как все это дело упаковано. Поворотный кронштейн. Блок питания, как обычно черный, к белой камере. Так, тут у нас муфта. Разного рода болтики и саморезы. И сама камера. Вот как выглядит наша новинка. Уберем все лишнее. Камерка только пришла. Распакуем ее. И вот, у нее идет один объектив, 10 светодиодов. Причем по светодиодам видно, что 6 из них, точнее 4 из них чисто световые, 4 чисто инфракрасных. И по центру 2 комбинированные. И световые, и инфракрасные. А сверху у нас 4 комбинированных светодиода. Соответственно, когда камера будет висеть и смотреть и этим объективом, пускай даже вот так в разные места, у каждого будет своя собственная подсветка. Это классно. Что эта камера у нас умеет? В первую очередь, конечно же, мы обратимся к коробке. На коробке все написано. У нее будет сразу изображение с двух объективов. То есть эта камера с двумя объективами, она дает один видеопоток, и он будет разделен надвое. Она может подключаться к облаку, но облако, я напоминаю, в данных камерах идет платное. Конечно же, она управляется удаленно, либо с компьютера. Мы попробуем подключить ее к компьютеру, либо со смартфона. Со смартфона это в любом случае. При этом качается родное приложение ITC, либо с Google Play, либо с Apple Store. Пожалуйста, QR-коды на месте, все это можно скачать. Камера обладает умной тревогой и режимом Human Shape Detection, то есть она не будет реагировать на кусты, а именно будет реагировать на фигуру человека. И тут есть один нюанс, который я вам потом покажу, очень важный. У нее есть как акустический режим тревоги, так и световой, когда кто-нибудь попадает в режиме охраны в ее поле зрения. Она не просто записывает его и кидает нам на смартфон тревогу, но может включать сирену, у нее внутри здесь есть достаточно громкий динамик, она будет пищать на всю улицу, моргать светодиодами и так далее. Здесь нам рассказывается о том, что камера обладает у нас микрофоном и динамиком. То есть камера с обратной связью. И можно работать как по видеоняне. Вы в нее говорите, точнее говорите в приложении в смартфон, а из камеры будет идти звук. И наоборот, то, что происходит вокруг нее, вы будете слышать у себя на смартфоне в приложении. По самому корпусу, что можно сказать? Изначально провод. Гнездо под питание, куда у нас будет подключаться наш блок питания. Блок питания у нас 12 вольт, 2 ампера. Его мы включаем в розетку в 220, а сюда подключаем вот так питание. И при этом камера будет работать. Ну, конечно же, ее надо вешать рядом с розеткой, либо просто обрезать и удлинять этот провод, как я, в принципе, со своими камерами всеми и делал. Две Wi-Fi антенки. По проводу, по второму гнезду LAN кабель можно в нее подключать, то есть она может работать не только по Wi-Fi, но если она висит далеко от зоны действия вашей Wi-Fi сети, а хорошо ловит она на метров 20-30, не более, то, конечно же, до камеры проще протянуть LAN кабель и воткнуться напрямую в модем. Обратная связь, динамик и микрофон. Светового сенсора я не вижу, скорее всего, он здесь уже реализован программно. И если мы вот так вот повернем нижний объектив, здесь резиновая заглушка, под ним гнездо для карты памяти. Эти камеры хорошо
переносят карточки памяти до 128 гигабайт. И кнопочка Reset. Кнопка эта нужна для того, чтобы сбросить нашу камеру к заводским настройкам, либо переключиться в AP Mode, режим автономной точки доступа. Это если у вас на месте, где она будет висеть, нет интернета. В комплекте, как я уже сказал, кроме самой камеры и блока питания, у нас идет кронштейн для подвеса. Он крепится у нас здесь. Тут еще заглушка ставится и закручивается 2 болта. Он с фиксаторами. То есть вот так вот будет поворачиваться кронштейн. Вы куда-нибудь ее подвесили, повернули куда вам надо и зафиксировали. Причем кронштейн интересный. У него сразу отверстия идут как в стену, так и в потолок. То есть ее можно повесить в любом положении. Заглушечка, которая идет сюда, кронштейн. Инструкция по эксплуатации. Она довольно универсальна, и здесь подробно рассказано, как вообще данные камеры подключаются. Кстати, рассказано достаточно подробно, и я думаю, любой минимально знающий английский язык, инструкция на английском, сможет в этом разобраться. Это у нас идет и герметичная муфта для LAN-кабеля, чтобы когда мы сюда его втыкали, она его так обволакивает и не дает залиться туда воды. И немножко болтиков, саморезов и таких вот дюбелей, чтобы ее закрепить в стену. То есть комплект полный. Все есть, ничего по сути докупать здесь не нужно. Ну что, внешку осмотрели, а теперь будем подключать ее к нашему смартфону и компьютеру. Посмотрим, есть ли здесь интересные, важные для нас скрытые функции, может ли она управляться удаленно через компьютер, как она подключается у нас к приложению iCCE, как мы будем видеть ее в онлайне и так далее. Поехали! Итак, друзья, подключаемся к нашей камере при помощи приложения iCCE, причем данная камера обладает Bluetooth модулем, там не надо показывать QR-код, ну подробно как это делается я рассказывал вот по этой ссылочке. А теперь посмотрим, что же она умеет. Значит, это камерка с 2 объективами. Верхний объектив у нас стационарный, нижний объектив у нас поворотный, то есть мы им можем управлять как нам угодно, направлять туда, куда надо. Камера, как мы можем видеть по экрану, обладает обратной связью. На пиктограммы, если мы нажмем микрофона или динамика, мы будем либо говорить, либо слышать. Дальше можно записать видео или сделать фото и переключить качество между Ultra HD 4 мегапикселя и SD, то есть, ну, обычно стандартное, назовем это так. Снизу у нас меню управления, где мы можем управлять световой индикацией, движением, круиз-контролем, просматривать наши записи на SD-карте, либо смотреть в моменте какие-то сообщения тревожные и так далее. Функционал достаточно стандартный. Ничего нового относительно предыдущих моделей сюда не завезли. Но из приятных фишек у нас здесь есть отслеживание движения. То есть, если будет в камере кто-то появляться, нижний поворотный объектив будет у нас следить за объектом. Есть управление звуковой и световой сигнализацией, то есть мы можем в режиме тревоги как инфракрасные использовать чисто светодиоды, либо чисто световые, либо она будет ночью в инфракрасном диапазоне смотреть, а как только случится тревога, она включит прожектор в нашего воришку. И также есть функция круиз-контроля, то есть мы можем задать несколько точек и потом просматривать их, как нам нравится. Дальше перейдем в основные настройки. В основных настройках у нас, как обычно в базовых, повороты изображения, громкость динамика, скорость поворота и название камеры. Здесь есть такая функция, называется привязка камеры. Если мы ее включим и откалибруем, то когда мы будем на основном экране, мы нажмем на какую-нибудь точку на верхнем экране, нижний объектив туда повернется. Но, если честно, мне эта функция не нравится, я ей не пользуюсь. Также у нас здесь есть управление хранением. Мы видим здесь емкость нашей SD-карты. В настройках записи у нас мы можем выставить качество от обычного до очень хорошего, либо очень плохого.
Это влияет на качество картинки и на место, занимаемое непосредственно на SD-карте. Также длину сегмента видео и режим записи. Самое важное здесь это смарт-сигнал тревоги. Если мы сюда перейдем и включим этот режим, мы можем видеть, что здесь есть режим обнаружения людей, Human Shape Detection. Включив его, камера будет реагировать только на фигуру человека. То есть она не будет реагировать там, на движение кустов и так далее, а только на фигуру человека. При этом ложных срабатываний будет минимум. Также советую чувствительность поставить на низкую либо среднюю, потому что на высоком режиме чувствительности она будет реагировать и на пролетающих птиц, и на пробегающих котиков. Во всяком случае, так случалось у меня на даче. Облачное хранилище за достаточно большие деньги. В расширенных настройках у нас будет идти включение режима движения и конфигурация VDR. Оно, наверное, должно как-то улучшать изображение, но, честно, разницы я не заметил. И в меню об устройстве у нас здесь будет серийный номер, имя для входа самого приложения, версия устройства, версия ПО и еще куча всякой разной полезной для нас информации. В принципе, в приложении все. Теперь я очень хочу рассказать про очень важный нюанс камер с двумя объективами. А именно, этот нюанс будет касаться режима охраны. А теперь проведем очень важный эксперимент. У камер с двумя объективами в режиме охраны есть один серьезный нюанс, который нигде не рассказывается. Обратите внимание, вот забежал наш воришка. И квадратом он обводится только на нижнем поворотном объективе. Сейчас наш воришка забежит второй раз. При этом мы повернем камеру таким образом, что верхний объектив будет смотреть на то место, куда он будет забегать. А нижний объектив специально будет направлен в другое место и не будет хватать нашего воришку. Обратите внимание, он сейчас забежит, и наш воришка не будет покрыт вот этим квадратом, который у нас улавливает движение в режиме Human Shape Detection. О чем это говорит? Это говорит о том, что только нижний объектив у нас отслеживает движение. Верхний объектив в режиме охраны не участвует. И это достаточно важный нюанс, который нигде не описан, ни на сайте у продавца, ни в инструкции по эксплуатации, нигде. То есть верхний объектив у нас фактически нужен только для просмотра, а нижний объектив нам нужен для защиты. Только он захватывает движение и работает в режиме Human Shape Detection. Обратите внимание на такой нюанс. Причем это уже третья камера с двумя объективами, которые у меня есть, и у всех этот алгоритм работает одинаково. Также, если мы потом зайдем в воспроизведение, поставим фильтр видео по тревоге и включим, то мы увидим, что у нас есть видео, где оба объектива направлены, скажем так, на нашего воришку. А следующее видео у нас уже ловится только там, где нижний объектив поймал воришку. Записи с верхним объективом нет. Это говорит о том, что верхний объектив у нас не реагирует на тревогу. По сути, только нижний объектив отслеживает у нас тревожную зону, и это важно. Значит, после этого нужно понимать, что верхним вы просто просматриваете, а нижним вы ставите на охрану и смотрите именно то место, которое для вас важно. Как-то так. В полной темноте камера видит отлично. Проблем с освещением у вас не будет никаких. Причем сейчас у нас идет инфракрасный режим. Если мы переключимся в режиме световой и звуковой сигнализации в полноцветный, то у нас включатся прожекторы. Как видим, помещение тоже освещено на отлично. Проблем с этим не будет. Итак, дорогие друзья, подключаем нашу камеру к приложению VMS и переходим в наш конфигуратор. Здесь мы будем искать самое интересное. Кстати, камера подключилась без проблем, поэтому управлять ей можно и с компьютера, и настраивать. И здесь мы будем искать
самое важное в меню настройки сети. Переходим сюда, и да, мы видим, что у нас здесь есть и отправка по электронной почте тревожных фотографий, и отправка и фото, и видео по тревоге к нам на настроенный где-нибудь у нас на модеме, либо на компьютере FTP сервер. Эти функции я считаю жизненно важными для таких камер, и они здесь присутствуют, и это очень круто. Также мы можем перейти в конфигураторе в настройки сжатия, изменить параметры с 12 стандартных кадров на 25 должна поддерживать данная камерка. Да, можно поставить 25 кадров в секунду, она будет записывать. В принципе, все, что нужно, здесь есть. Как я уже сказал, и отправка на email, и на FTP, и даже функция RTPS для подключения к видеорегистратору здесь тоже присутствует, потоковое видео. Ну что, дорогие друзья, очень даже классная тема. Удобно, можно повернуть второй объектив туда, куда нам надо, первый направить тоже туда, куда нам надо, и наблюдать за достаточно большой территорией. Как я уже говорил, у меня подобная камера уже висит, я подарил ее родителям, повесил на доме, и очень классно осматривать ей весь двор. Не забываем про нюанс с Human Shape Detection, то, что у нас ловит только один объектив, поэтому отнеситесь именно к тому месту, где у вас может залезть, скажем так, воришка, туда направьте объектив. Это надо знать. Как видим, присутствуют все необходимые для нас функции, и подключение по электронной почте, и FTP сервер. То есть я считаю эти функции незаменимыми. Как это настраивается? Вот в этом плейлисте можно подробно посмотреть, там все описано. В принципе, модель отличная. На фоне того, что сейчас будет 11.11, рекомендую, можно брать. Ссылку на камеру оставлю в описании. Ну что, кому было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!